Привет! Это новый необычный выпуск дневника путешествий. Тема карантин. Меня по-прежнему зовут Олег. Кто не знает, я из города Ярославля. И сейчас в мире творится черти что. Захотелось немножко это осветить. Вообще так исторически сложилось, что апрель для меня достаточно активный месяц. Я постоянно путешествую, куда-то езжу, но из-за всей этой пандемии месяц рискует стать самым вялым вообще за всю историю. Мне захотелось осветить ситуацию, в частности, сейчас у нас в России около 5000 зараженных, большая часть приходится на Москву, это примерно 3500, летальных исходов 43 на данный момент. У нас на днях закончилась первая нерабочая неделя, выступил президент и продлил нерабочую неделю до конца апреля. То есть сидим дома и не шевелимся. В Ярославле ситуация оптимистичная, всего 3 человека зараженных, это по официальной статистике. Из них один уже выздоровел. Девушка, которая отдыхала в Доминиканской республике. Не знаю, что в Москве уже есть штрафы за нарушение изоляции, в Ярославле пока всего этого нет. Что касается работы, то где-то 50 на 50%, 50% работает, 50% не работает. Я тружусь в той сфере, которую свернули, это сфера фитнеса. Сказали подписать бумагу о выходе в отпуск за свой счет. Надеюсь, что за апрель заплатят МРОТ. Минимальную оплату труда, она у нас составляет где-то 12 тысяч, где-то $155 по текущему курсу. Не знаю, будет эта поддержка государством оказана или нет, это еще бабушка надвое сказала. Зная наше государство, все возможно. Так что примерно такая текущая ситуация. Захотелось провести небольшую экскурсию по городу, показать, что происходит сейчас на улицах. Пока это еще легально погулять. Так что давайте посмотрим, что из этого получится. Центральная площадь, площадь Богоявления, Ярославский монастырь. И мы видим, что народу практически никого. Пусто. Это торговый переулок. Мало кто знает, что это самая короткая улица Ярославля. Бывшая малая линия. Народу тоже очень мало. Мы находимся на одной из центральных улиц города Ярославля. Это у нас улица Кирова. Здесь очень много кафешек, ресторанов, банков. Постоянно народ здесь гуляет, развлекается. Такой Ярославский Арбат. Мы видим, что улица не безлюдна. На самом деле люди гуляют, погода делает свое, очень солнечно. И поэтому народ кайфует. Все магазинчики пустые. Ходят только зеваки, наслаждающиеся хорошей погодой. Ярославский Мишка. Только что маски ему не хватает. На самом деле про улицу Кирова можно много что рассказать, но одно из самых примечательных зданий — это как раз это здание, бывшая гостиница «Бристоль». Раньше на первом этаже там был ресторан «Бристоль», у меня там был выпускной. Мы находимся на Советской площади, главная парадная площадь Ярославля. Это здание правительства. Здесь проходят все главные гуляния. И, конечно, изюминка площади — это церковь Ильи Пророка, построенная в 17 веке, охраняется ЮНЕСКО. Вот такая красота. Говорят, если попасть монеткой в тот проемчик, то твое желание сбудется. О, попал, но
немножко в другой, в соседней. А вот и знаменитая стрелка, место, где начинается город Ярославль. Именно здесь, на слиянии двух рек, Волги и Котросли, и образовался Ярославль. Когда-то здесь высадилась дружина Ярослава Мудрого, и он, убив медведя, основал здесь город Ярославль. Ровно 1010 лет назад. Волковский театр, визитная карточка Ярославля, первый профессиональный театр в России. Вы знаете, мои многоуважаемые друзья, коллеги, я подумал, что несмотря на изоляцию, несмотря на карантин, нужно все равно продолжать путешествовать. Просто делать это аккуратно, делать это онлайн. Вот и все. Именно поэтому сейчас я передаю эстафету своим знакомым и друзьям, с которыми я познакомился, путешествуя по миру. Пусть они нам расскажут, как у них дела. Я думаю, нам будет любопытно послушать. А на этом я прощаюсь. Всего доброго, пока-пока. Витаю з Минска, столица Беларуси. Всем добрый день. В Минске сейчас воскресенье, выходной. В Беларуси не введен карантинный режим. У нас все возложено на самих людей, самоизолирование по возможности. И хочется показать, что же сейчас происходит. Вот прямо за моей спиной вы можете увидеть, как люди самоизолируются на выходных днях. То есть никак. На данный момент, вот на воскресенье, у нас около 440 заболевших коронавирусом. Из них 5 человек погибло, к огромному сожалению, и около 50 человек выздоровело и выписано. Настроения абсолютно разные. Кто-то говорит, что паника абсолютно надуманная, что ничего не нужно делать. Кто-то же, как я, например, говорим о том, что, наверное, нужно учитывать опыт всего остального мира, а не вот так вот содействовать дальнейшему распространению заболевания. Что касается лично меня, как это отразилось на мне, я экскурсовод в Минске, и уже начиная с марта я сижу без работы, абсолютно точно, поскольку основной мой поток туристов это были туристы из-за рубежа, из России в частности, из Казахстана. Границы закрыты, соответственно, никакой возможности нет. Наши же граждане также, что школьники, что взрослые люди, они стараются сейчас на массовые мероприятия все-таки не выезжать, не выходить. Поэтому ситуация довольно сложная, многие магазины уже закрываются, многие заведения общественного питания, поскольку значительно уменьшился поток и покупательская способность людей. Но паники нет. В магазинах продуктов хватает, всего хватает, в принципе. Что касается информирования, то, на мой взгляд, оно недостаточное. То есть подозрения, я даже проводила опрос у себя в Инстаграме, о том, что многие люди считают, что нам действительно информацию не рассказывают в полном объеме, что от нас скрывают некоторые факты. И поэтому такой налет тревожности есть. Но опять-таки, что свидетельствует о том, что происходит за моей спиной, нет такого серьезного восприятия этой болезни. То есть продолжаем жить более-менее обычной жизнью, но стараясь лишний раз в общественные места не выходить, не появляться. Ну, спасибо за внимание. Меня зовут Алекс, и я снимаю репортаж для журнала «Дневник путешествий» из города Вильнюса, столицы Литвы. В данный момент ситуация по коронавирусу следующая. У нас в Вильнюсе 811 случаев заражения коронавирусом, из которых 11 случаев летальное.
Государством введены меры по ограничению передвижения людей по улицам более чем 2 лиц, за исключением членов семьи. Рекомендуется чаще мыть руки, реже выходить за продуктами, а пенсионерам рекомендуется оставаться дома. Масок в аптеках нету, дезинфекторов тоже, но есть спирт, и в принципе около 90-80% людей на улицах и в магазинах можно встретить в маске. Никто не работает, везде карантин, на рабочих местах, университеты и школы все переведены на онлайн обучение. Мероприятия, концерты приостановлены. В принципе, все. Сейчас покажу вам немножко улиц Вильнюса и как они сегодня выглядят. Также мы с вами зайдем в магазин и посмотрим, есть ли все товары на полках или вдруг чего-то не хватает. В центре города, буквально в середине рабочего дня, во время обеда практически нет людей, и иногда встречаются машины, и то все водители одевают защитные маски, дабы никого не заразить. Все-таки скапливается в больших магазинах и старается затариться как можно большим количеством продуктов питания. Вы видите, несмотря на количество мест на парковке, количество людей в гипермаркете тоже не так велико. Людей совсем мало, и, как вы можете заметить, все, абсолютно все ходят в масках и соблюдают режим дистанцирования. Привет, я Даниэла и записываю это видео для канала Дневник путешествий. Сама я из Германии, и на данный момент у нас 108 тысяч зараженных коронавирусом и около 2000 летальных исходов. Я жила и работала в Берлине как бариста, но так как все кафе и рестораны закрыты, государство временно сделало меня безработной, и в принципе для меня больше не было причин оставаться в Берлине. У меня есть возможность выехать в сельскую местность и укрыться у друзей на юге Баварии. Бавария — изумительное место в Германии, и то, что я здесь, в сельской местности, на небольшой ферме, это как благословение, потому что я могу выходить на улицу, гулять около леса и не контактировать с другими людьми. Германия — одна из тех стран, что сфокусировалась на проведении тестов и делает около 5000 тестов в неделю. Это помогает заметить вирус на ранних стадиях и изолировать человека. Ну, это из положительного. Также в Германии ввели строгое соблюдение дистанции примерно до 19 апреля. Это способствует улучшению ситуации. Как ожидается, в начале июня будет пик, точка, в которой большинство людей будет заражено одновременно. Я думаю, пока достаточно информации. Оставайтесь здоровыми, старайтесь быть на позитиве и заботьтесь друг о друге. Всем привет из Соединенных Штатов. К сожалению, на сегодняшний день по статистике мы занимаем первое место по количеству заболевших коронавирусом, а это более чем 300 тысяч случаев по всей стране и 10 тысяч летальных исходов. Из этой цифры половина случаев в штате Нью-Йорк, откуда мы. И в связи с этим мы сейчас уехали из Нью-Йорка. Находимся мы сейчас в другом штате Роуд-Айленд.
это тихое местечко. Ну, мы, так скажем, выбрали такой путь для того, чтобы отсидеть это время. Находимся здесь уже 3-ю неделю. Касаемо Нью-Йорка, действительно, все сейчас происходит как в каком-то драматическом фильме. Все улицы Манхэттена пусты, никого нету. Но, в принципе, оно и понятно, люди переживают за свое здоровье. Потом еще с точки зрения государства есть определенные правила. Например, ты не можешь находиться близко к другому человеку ближе, чем на 5 фит. То есть это чуть меньше, чем мой рост. Если ты не соблюдаешь такое правило, полицейский может оштрафовать тебя на $500. И сейчас эту сумму хотят увеличить уже до 1000. Что касается того, как мы проводим это время, на самом деле нам абсолютно не скучно, так как я мама, и у меня есть ребенок школьного возраста. У нас ежедневное обучение идет на онлайн-платформах, поэтому нам абсолютно некогда скучать. Мы целыми днями занимаемся, связываемся по видеоконференциям со своими учителями, поэтому все довольно-таки весело. Конечно, как и в любой стране сейчас, государство пытается найти правильные рычаги действий. Чем отличаются сейчас ситуация в Штатах? Да, действительно, есть для определенных слоев населения некоторые выплаты, как компенсация той ситуации, потому что действительно многие люди потеряли работу. Это не только в Штатах, да, и в России также. Есть выплаты по 1500 приблизительно для категории лиц, но это не для каждого человека, а для тех, кто зарабатывает ниже определенной суммы в год, ниже определенного количества денег. Вот, то есть, например, мы по такую категорию не подходим, поэтому мы стараемся работаем удаленно, из дома, по почте, по конференц-связям, по телефону. В общем, стараемся быть на расстоянии, но продолжать работать. Конечно, никому не хочется себе такой участи заболеть коронавирусом, и поэтому, в принципе, все, кого ты встретишь в магазинах, да, ну, в принципе, сейчас больше и некуда идти, кроме как в магазины, в аптеки по каким-то своим нуждам. Все люди сейчас носят маски, все люди носят перчатки. Мы, например, всегда, когда привозим какие-то продукты домой, мы обрабатываем абсолютно все, каждую коробку, банку, пакет. Мы обрабатываем, чтобы, не дай бог, из магазина ничего не принести. Ну и, конечно, очень удобно, что можно пользоваться доставками, мы этим пользуемся, доставляем продукты и алкоголь. Ну, как известно, в Штатах очень много локальных актов в каждом отдельном штате. Ну, например, в штате, где мы сейчас находимся, Роуд-Айленд, есть правило: любой, кто приехал из другого штата, должен находиться на самоизоляции 2 недели. Вот эти 2 недели мы отсидели в доме, снятые нами на это время, только на территории, и абсолютно честно и исправно находились только здесь, выходили только на собственную территорию для прогулок. И на это время мы заказывали все необходимые продукты домой, так что, чтобы не контактировать абсолютно с людьми. К нам приходили полицейские дважды, для того, чтобы удостовериться, знаем ли мы это правило и соблюдаем ли мы его. На что мы сказали: конечно, сэр. Очень всем рекомендуем соблюдать карантин, соблюдать самоизоляцию, только это нам поможет уменьшать цифры. Мы надеемся, что в Штатах цифры скоро уже пойдут вниз, и все это наконец-то закончится. Поэтому всем мира, всем добра и всем здоровья!